Good evening. Кому-то, возможно, good morning. И сегодня мы поговорим о субтитрах. Напоминаю, что вы на канале YouTube Manager Pro, и мы говорим обо всем, что касается продвижения вашего видео, о различных лайфхаках и хитростях, с которыми я знакомлю вас. Меня зовут Кристинка, и в этом видео мы поговорим о том, как делать субтитры. Вернее, я покажу вам, как делать субтитры. О преимуществе субтитров скажу коротко, что достоверно не доказано, что они влияют на продвижение видео, но тем не менее, так как YouTube идентифицирует контент, который находится на вашем канале, в том числе и аудиоконтент, так как он формирует субтитры в течение буквально 2 минут, не стоит скидывать со счетов. При всем при том, субтитры достаточно муторная вещь. Я вам покажу в этом видео, почему. Я вполне понимаю, почему с ними особо не возятся другие каналы. Тем не менее, еще раз повторюсь, я рекомендую, если у вас есть такая возможность, субтитры делать. Итак, с главной страницы канала мы переходим в менеджер видео. Теперь уже менеджер видео. У меня не очень хорошо работает интернет, и мы на моем канале. И для примера я возьму свое последнее видео, на которое я как раз не делала субтитры. Как они делаются? Итак, почему они важны, вы понимаете, да? Субтитры, если вы проговариваете продвижение видео, субтитры в своих роликах, да, это влияет на поисковую систему. Значит, в основные настройки мы заходим, после основных настроек, где название и описание, мы заходим во вкладку «Дополнительные». Во вкладке «Дополнительные», если вы указали язык видео, вам буквально в течение пары минут он сформирует субтитры. Если не сформировал, выйдите назад на канал, и он их обязательно сформирует. Для того, чтобы субтитры выглядели приличным образом, потому что я вам покажу, как они выглядят, например, если их не отредактировать. Вот, например, мы включаем субтитры, смотрим, сейчас звук будет. Я звук убрала. Почему-то они не включились. Не знаю. Выключены. Вот, русский. Да? Смотрите, вот как выглядят субтитры, если их никак не корректировать, не редактировать. В принципе, вполне допустимо, но для того, чтобы вашим зрителям было приятно, комфортно смотреть ваш канал, да, я, наверное, рекомендовала бы их все-таки каким-то образом откорректировать. Каким образом, показываю. Итак, то видео мы закроем. Сначала нам нужно скачать ту версию. Можно, конечно, делать субтитры в других программах, но я почему-то не сторонник этого. Я предпочитаю использовать интерфейс YouTube, поэтому я скачиваю в блокноте субтитры. Сразу оговорюсь, что я не правлю их сама, потому что я делаю субтитры только на английском языке. На русском языке они у меня автоматически вот в таком вот неприглядном виде, без знаков препинания. Вот good evening, возможно, да, кому-то у меня морды. Все зависит от того, в какое время суток. Значит, вот эта верхняя строчечка, это тайм-коды, их очень нежелательно править. Единственное, что если вы объединяете какие-то фразы, допустим, вот таким вот образом, то я рекомендую вот этот конец фразы, потому что YouTube достаточно точно их вставляет, переставлять в другую строчку и вот это вот удалять. Это все делает специальный человек для моих видео, причем делает это на английском языке. После того, как вы эти субтитры поправили, поставили заглавные буквы, поставили запятые для того, чтобы они были читабельны, мы файл сохраняем, запоминаем, куда сохранили, и теперь субтитры нам надо загрузить на канал.
Он спрашивает нас, загрузить ли нам субтитры с временными кодами. И да, желательно загружать с временными кодами. Как это делается без временных кодов, смотрите дальше, покажу. Значит, мы выбираем, откуда их загрузить. Вот такие, появляется такая строчечка «Русские субтитры добавлены вами». Жмем «Сохранить». Если вы будете копировать субтитры, допустим, в Word, править их там, почему-то у меня не сохранилось, кстати, но это не важно, править их там, то он, возможно, выдаст ошибку. Возможно, будут перепутаны какие-то строки. Скорее всего, это происходит из-за того, что вы где-то нарушили тайм-коды. Вместо точки поставили запятую или вместо двоеточия поставили точку и так далее. Поэтому он вам напишет, в каких строчках ошибки, и вы легко с этим разберетесь. Поправите, и он их загрузит. Но этого недостаточно. Субтитры все время желательно проверить. Для этого нужно перейти во вкладку «Субтитры к видео». Вы поняли, да, куда я зашла? Сейчас я еще раз покажу. Вот здесь вот русский добавлено нами, и управлять субтитрами или переводами на другие языки можно здесь. Как я уже говорю, я перевожу только на английский язык свои видео, поэтому я всегда смотрю, каким образом они загрузились. Вот здесь выскочило два варианта субтитров: русский язык и загружено автоматически. И так. А что, YouTube опять вот изменить жмем. И попадаем. YouTube так часто меняет интерфейс, что даже я, работая с его интерфейсом ежедневно по несколько часов, даже я иногда удивляюсь каким-то изменениям и что-то не нахожу. Итак, смотрите, в ранней версии, насколько я помню, не было вот этой нижней строчки, и субтитры, вот видите, я открыла субтитры, которые были те, которые я поправила, да. Вот здесь может слово, мы можем править их и здесь. Вот. И вот они, тайм-коды. Помимо всего прочего, я просматриваю видео, вот кому-то, возможно, я сейчас выключу звук, как субтитры соотносятся. Чем это полезно? Вот есть здесь этот ползунок, и если мы правили субтитры, благодаря этому ползунку, мы, переставляя этот ползунок, можем вот здесь так вот двигать, мы можем корректировать время показа субтитров той или иной строчки. Также мы можем делать это здесь вручную, править циферки, да, какие-то, но он может дать или не дать. Это все не важно. Я вот даже могу удалить строчку, потому что, как я говорю, я буду делать субтитры все равно на английском языке. Помимо всего прочего, я вам обещала показать редактуру в виде текста. Вот как она выглядит. Можно загрузить субтитры просто с текстом. Не знаю, почему я так не делаю, возможно, какой-то перфекционизм. Тем не менее, они также загружаются текстом. Вот даже временные коды все равно остаются. И таким образом, после того, как поправлен текст, мы указываем временные метки. Но если вы загрузите текст, вы достаточно долго будете передвигать вот эти вот ползуночки и править временные метки, поэтому я рекомендую все-таки править тот файл, который я вам показывала в блокноте, и его уже загружать. Даже если вы где-то напутаете с тайм-кодами, где-то пододвинется время, где-то быстро говорите, где-то медленно, это все можно поправить вот этими вот ползуночками. После чего мы делаем «Опубликовать». И welcome, я, конечно, вам вот эту вот
трэш, который получился, показывать не буду. Но поверьте мне, с первого раза даже, возможно, если не получится, вот так включаются субтитры, русский, создано автоматически, мы не делаем. Вот, и вот уже Good Evening написано с большой буквы. Вот так вот происходит часть видеопродакшн, связанного с субтитрами. С вами была Кристинка. Очень надеюсь, что это было полезно. Главное, это полезно для продвижения вашего видео. Поэтому присоединяйтесь к моему каналу, смотрите другие видео по конечной заставке, которые также влияют на продвижение, в том числе и настройка вашей главной страницы и другие возможные подсказки. А вам спасибо большое за внимание. Пишите интересующие вас темы, чем я еще не успела поделиться, я с удовольствием поделюсь. До встречи! Пока!